Друзья, всем привет! Меня зовут Максим, и я снова в Паттайе. Я заметил, что ролики про нее вам нравятся, я получал много хороших отзывов, и поэтому приехал сюда снова записать больше контента для вас. Сегодня видео будет про отели, где я останавливаюсь. Это New Nordic Marcus и Glow Паттайя. Оба бюджетные, в районе 500 бат за сутки. И давайте начнем. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы здесь впервые. Погнали! В этот раз у меня без особых экспериментов в списке. Я сознательно поставил перед собой задачу выбрать самые качественные варианты отелей ценовой категории 500 бат за сутки на текущий момент. В первую очередь мой выбор пал на New Nordic Marcus. Он находится на Портамнаке, прямо по соседству с моим первым домом в Таиланде и одним из мест съемок на этих выходных. Today I booked a room. But I'm not sure this building or not. Stay in this building. Ah, okay. So can I have your passports for copy? So you have Thai number? Yes, Yeah, sure. you have your number right here and your signature here. Mm-hmm. Okay. And this, the key room. You stay in this building, in the 4th floor, 406. New Nordic – это целая сеть жилых комплексов на Портамнаке. Там больше десятка различных проектов, и меня всегда привлекала ухоженность территории вокруг них и опрятный внешний вид самих зданий. Правда, работают они больше в формате Service Departments, то есть полноценными отелями их нельзя назвать. А еще в многообразии местных названий и локаций можно легко запутаться. Мне пришлось применить весь свой гидский багаж знаний, чтобы отыскать нужный мне корпус и ресепшн в нем. Мне досталась комната на 4-м этаже, и интерьер полностью оправдал мои ожидания. Здесь очень приятная цветовая гамма в кремовых тонах, никаких беленых стен, присущих прочим кандидатам из этой ценовой категории, минималистичный и весьма уместный декор, придающий помещению уют. В комнате при этом есть мягкая кровать размера king size, телевизор, комфортное рабочее место и кресло. Отдельно я хочу отметить весьма просторный балкон с отличным видом и столиком, где можно присесть. Тут даже есть сушилка на случай, если вы остановились в отеле надолго. В комнате есть кухонная зона, что для отеля, вообще говоря, редкость. Правда, готовить негде, ни плиты, ни микроволновки я не нашел. Зато есть полный комплект посуды. В шкафу без лишних сюрпризов. Он весьма компактный, и кроме пары вешалок имеется сейф и фен, что лично для меня огромный плюс. Ванная комната вполне стандартная. Мыльные принадлежности предоставляются, но бывают в подобных отелях ванны и попросторнее. В целом есть легкое ощущение поношенности, но ничего критичного. Для такой цены очень даже здорово. Локация для отдыха у New Nordic абсолютно прелестная. Отель находится на 4-й улице Портамнака, в 200 метрах от очень неплохого пляжа, без активного движения на дороге и с приятными прогулочными пейзажами. Всем доброго утра, друзья! Я проснулся, и на мою голову свалилось пренеприятнейшее известие. Как выяснилось, ресторан в этом отеле сейчас не работает из-за пандемии. Поэтому вопрос с завтраком мне пришлось решать подручными средствами. Но мы в Таиланде, поэтому это не является большой проблемой. Я сначала думал пройтись по улочке, где-нибудь посидеть, но потом я подумал, зачем я куда-то пойду, если у меня такой замечательный балкон. Надо его как-то использовать. Поэтому я, недолго думая, вышел на улицу. А на улице напротив меня есть Family Mart и 7-Eleven. И, в общем-то, завтрак уже у меня на столе. Это горячий латте. Это йогурт, конечно же. Горячие круассаны с сосиской и сыром.
новинка с недавнего времени в 7-Eleven начали продавать вот такие вот блинчики. Кто меня смотрит не первый раз, знает, что блины это моя любимая еда. Вот на завтрак я всегда их предпочитаю есть. И здесь вот можно просто за 29 бат порадовать себя восхитительнейшими блинчиками. Ну и на десерт такая необычная булочка, называется Strawberry Cream Cheese Mochi. Это, знаете, это такая булочка, внутри сыр и клубничное варенье. Очень вкусно. Вот. Давайте приступим. Ну и сейчас самое время прогуляться по территории этого комплекса. Она, как я упоминал ранее, выглядит просто потрясающе, очень зелено и гармонично. Сразу на выходе из здания есть небольшой бассейн с лежаками и пара беседок. При этом, если пройти чуть дальше, то будет еще один бассейн, в этот раз круговой. В центре находится островок с садом и различной инфраструктурой для отдыха. Находиться здесь очень приятно. Рядом с жилым комплексом есть много ресторанов, кафе и несколько супермаркетов. А еще в пешей доступности находится рынок возле отеля Паттайя Парк, что не может не радовать. Сейчас он, правда, закрыт, судя по всему, хотя вечером я мимо не проходил, возможно, какие-то лавки и работают. Несколько ресторанов есть и на территории комплекса. Они, к сожалению, были закрыты, иначе я бы обязательно попробовал там как минимум отзавтракать. Не знаю, что уж там в меню, но цены на кофе и выпечку очень доступные. А еще, уже после выселения, я случайно обнаружил, что в здании есть бассейн на крыше. Он, конечно же, закрыт, и, как назло, бассейны в Паттайе открыли лишь 14 июня. Я к тому времени уже уехал оттуда. Но я не удержался и проник в запретную зону, чтобы вам его показать. Мне, правда, совсем не показалось, что его откроют хотя бы 14 числа, но в целом место наверняка очень приятное в мирное время. Второй отель в сегодняшнем списке называется Глов Паттайя. Вряд ли вы про него слышали, но он уже давно мелькал в выборке каждый раз, когда я искал, где остановиться в Паттайе. Ну и вот сейчас я решил дать ему шанс. Для семейных туристов у него не очень хорошая локация, но вот для одиночек и парочек самое то. Он находится на пересечении Южной и Третьей улицы, в пешей доступности от Волкин-стрит и центрального пляжа. Здесь же находится транспортная развязка, ехать на север или на Джамтьен, Тукком, рынок прямо по соседству, ну и вообще все в целом хорошо. Check-in have. Yes, have. I booked just today, just now. One moment, please, while I check in with you. May I have your detail, please? I can have your email, your contact number, and then your signature for online payment. Мне вообще показалось, что в отеле полно народу. Постоянно кто-то встречался, были соседи по этажу, на ресепшене вечно кто-то мелькал. Сам же отель, очевидно, открылся совсем недавно, он очень свежий и стильный. Приятное первое впечатление. Что любопытно, судя по всему, у них нет комнат с одной кроватью. Мне дали твин, и при бронировании другой опции я не нашел. Но твин этот при этом с двумя полноценными двуспалками, то есть queen size. В целом здесь можно разместить 4 человека, без дополнительных кроватей. Комната выглядит просто потрясающе. Она светлая, уютная, а кроме кровати здесь есть рабочее место, телевизор, чайник и большое зеркало. А вот от балкона одно название.
Уж лучше бы сделали хорошее панорамное окно, было бы куда лучше, чем вот это. В целом же мне понравилось, что в номере есть приятные бонусы в виде зонтика, шлепок, ну и современная система с индикаторами, вроде не беспокоить или прибраться. Еще меня порадовала просторная и стильная ванна. Здесь очень здорово, есть все необходимое и, конечно же, все выглядит абсолютно новым и нетронутым. После осмотра номера я поехал снимать новое видео. Уверен, для многих эта локация будет приятным сюрпризом. Оставайтесь на канале, видео выйдет совсем скоро. Ну а инфраструктуру отеля я оставил на утро. Первым делом утром я пошел посмотреть зону для отдыха, где находится бассейн и спортзал. Она размещена на крыше на 8 этаже. Конечно же, все закрыто, но спортзал выглядит для такого отеля вполне прилично. Но особенно мне понравился руфтоп бассейн. В нижней части находятся душевые кабинки и уборные. Что меня особенно поразило, так это то, что здесь есть даже лифт для инвалидов. Это, на мой взгляд, очень здорово. Сам бассейн очень просторный, вокруг расположены лежаки с зонтиками, которые сейчас бережно лежат на полу по кругу. Здесь же есть барная стойка, и это позволяет предположить, что в мирное время здесь подают напитки и закуски, и время можно очень даже неплохо провести. После бассейна я отправился в местный ресторан, чтобы вам его показать. Завтрак здесь заранее я не проплачивал и, как выяснилось, правильно сделал. Я вообще хотел его оплатить при заселении, но когда мне показали блюдо на выбор и фото этого завтрака, я понял, что платить 250 бат за это не готов. Предлагали за эту цену одно из 2 блюд с рисом, яйцо с самой дешевой сосиской и что-то пить. Я не стал подписываться на эту авантюру, подумал, что приду утром и лучше закажу то, что понравится по меню. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что это вообще все меню ресторана. Нет, я, конечно, понимаю, пандемия и все такое, но раз уж вы открыли ресторан, неужели нельзя предложить какой-то сервис? Доброе утро, дорогие друзья! Случилась очень странная ситуация. Я спустился на завтрак в своем отеле и выяснилось, что в ресторане подают всего 2 блюда. Это рис жареный и рис с курицей. Никаких тебе там блинчиков, булочек, круассанчиков, вообще ничего. И мне это, конечно, не подходит. Поэтому я решил позавтракать в другом месте. В 15 минутах ходьбы от отеля у меня находится пляж. Поэтому я, недолго думая, зашел в 7-Eleven, купил себе круассан, йогурт, кофе. И вот я здесь, завтракаю на пляже. По мне, так отличная идея. Вот так вот я вышел из положения, и я вам скажу, что ни разу об этом не пожалел. Центральный пляж Паттайи, как всегда, прекрасен в лучах утреннего солнца. Ну а мой обзор на этом подходит к концу. Если вам нравится то, что я делаю, помогите в распространении контента, поставьте лайк, комментарий, подпишитесь на канал. Любая ваша активность очень помогает в развитии. Ну а я не прощаюсь. Увидимся в новых роликах.